Приветствую всех на моем канале, подписывайтесь, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Я уже много раз рассказывала и показывала, как быстро нарастить корни орхидеи, когда есть в этом необходимость. Часто мы это используем на детках, на ирине-машках, на орхидеях, у которых недостаточно корней, либо после пересадки стимулируем рост новых корней. И знаете, за все это время я для себя определила и выбрала только два средства. Уже методом проб и ошибок только два средства, которые действительно работают, дают результат и которые мне очень нравятся. Конечно, средств, наверное, этих намного больше, но проверенные мной и точно работающие, которые я могу рекомендовать, это вот эти два средства: циркон и Rebuff Extra. Я про них рассказывала очень подробно, про каждую в отдельности, показывала начало, когда я их использовала еще весной. Ссылочки на те видео оставлю в описании под этим видео. Вот это, естественно, уже результаты от тех применений, которые были. Первое средство, которое я использовала, это весной я использовала вот этот циркон. Это орхидейка, которую мне когда-то отдали. Она была в таком довольно унылом состоянии, хотя сейчас, видите, уже сколько нарастила у меня, 3-4 листа нарастила, и вот такие корни выросли. Если вы посмотрите первое видео с этой орхидеей, вот всей вот этой щетки корней там нет. Вот это все наросло после того, как я пролила орхидею цирконом. Кроме вот этой орхидеи, конечно, я там проливала ряд орхидей, еще покажу вам вот этого детка. И вот эти корешки, все, что сверху, это также наросли после полива цирконом. Потому что там, конечно, есть и в грунте еще корни у этой орхидеи, не только сверху. Но обычно после стимуляции особенно заметно, потому что корни начинают расти от шейки. Вот это вот такая особенность. После всех этих стимуляций, видите, как ровненько от шейки, вот все как корона растут вот эти корешки. Это подкормка, не удобрение. Удобрение ни в коем случае не заменяет. Применяется очень легко. Здесь идет одна ампула. Вот эта ампула, здесь 1 мл. Разводить этот препарат стоит только в воде, которую вы прокипятили и потом остудили. Но я обычно орхидеи поливаю все свои таким теплой водой, поэтому сильно до холодного состояния я не остужала. Но обязательно прокипятите воду перед использованием. Это обязательное условие, чтобы циркон максимально эффективно подействовал на орхидеи и нарастил корни. Этот препарат натуральный, это вытяжка из хиноцеи. Вот. И смотрите, его мы применяем только в разведенном виде, после пересадки, как я сказала, или когда мало корней. И также поливать стоит не сухие корни, вот как сейчас вот эти орхидейки у меня сухие, а которые вы пролили, скажем, за 2 дня, например, до того, как применять подкормку циркона. То есть корни, чтобы были не слегка такими влажными. А второе средство, это средство Rebuff Extra. Вот этот препарат уже можно использовать как концентрат, так и в разведенном виде. Вот смотрите, вот эта моя орхидейка Феррара, у нее было мало корней. И я вот этим препаратом вот здесь смазывала прям кисточкой. Он также идет в ампуле, также дозировка идет 1 мл на 10 литров воды. Но там такая ампула, и ее невозможно потом закрыть, поэтому я перелила в шприц и вот так храню этот препарат. И смотрите, если вы будете поливать, то 1 мл на 10 литров воды. Либо я просто беру вот этот препарат и кисточкой вот с этой стороны, конкретно вот здесь я смазывала, и пошли расти корни. А проливала я уже вот эту орхидейку Каоду. Вот эту орхидею я не смазывала, а именно проливала. Разница есть. Когда я использовала концентрат, результат он такой, я скажу вам, быстрый. Корни достаточно быстро начинают расти. После полива как-то прошло, наверное, пару недель точно, может даже больше. Перед тем, как корни, видите, они все одинакового размера. То есть тоже такой щеточкой пошли расти. Корешки, по длине все одинаковые, я думаю, это и заметно, что вот после такого полива. Ну вот и немного с обратной стороны тоже вот эти корни, которые одинаковые по размеру. Вот эти два препарата мне очень нравятся, я их применяю, замечательно, и вижу от этого результата, какое для меня отличие. Смотрите, если надо нарастить корни, особенно от шейки орхидеи, если этих корней недостаточно, если это реанимашки, если это детки, то я применяю Rebuff. Особенно мне нравится вот концентрат. Результат вообще быстрый.
Если же эта орхидея, например, после пересадки, у которой недостаточно корней, либо же опять детка, которую надо немножко простимулировать, то в этом случае мне больше нравится применять циркон. Хотя я говорю, и то средство сработает, можно применить просто средство, которое вам удобнее купить. Аккуратно со средством Rebuff Extra, когда будете применять концентрат. К сожалению, бывает, что препараты, удобрения подделывают. И чтобы не нарваться на подделку, не навредить орхидеям, перед тем, как используете в концентрате, не разводя, попробуйте, например, кисточкой где-то буквально на одном месте. Не смазывайте сразу полностью шейку. На одном месте попробуйте, посмотрите какое-то время, и потом, когда вы уже уверены в оригинальности препарата, что он работает, что он хороший, ничего не пожег, не навредил, тогда уже полностью применяйте. Мне пока везло, подделок пока не покупала. Все препараты у меня работающие и являются оригиналами. Ну и вот так я вам показала результаты, которые есть от применения вот этих препаратов, но также хочу показать применение. Есть у меня одна орхидейка. Она позиционируется как орхидея-подросток из Голландии. Какое ее название, никто не знает. И вот смотрите, эта орхидейка у меня находится с осени. Корешки у нее есть, вроде бы чувствует она себя хорошо, но активного роста и особенно новых корней здесь нет. Поэтому немножечко ее поддержим, простимулируем и прольем. Вот в таком случае, конечно же, смазывать от шейки пока я не буду. Ну, здесь есть корни, это может быть потом я посмотрю, если будет недостаточно. Пока я ее хочу именно пролить разведенным препаратом, и вот в этом случае я буду проливать цирконом. Я уже подготовила, воду прокипятила, остудила, как я вам сказала, на 10 литров идет целый 1 миллилитр. На литр, следовательно, мы берем 1/10 часть. Я взяла еще меньше, потому что такую маленькую одну орхидейку подростка мне столько не надо. Я уже отмерила нужное количество. Выливаем. Перемешиваем и проливаю. Как видите, вот эта орхидейка у меня не сухая. Я ее несколько дней назад поливала, то есть видно вот по архиате, да, что она такая достаточно влажная. И по краю горшка, вот таким образом, как при любом поливе, я ее просто проливаю. И оставлю постоять в этом растворе примерно на 10-15 минут. Этого будет достаточно, больше и не надо. Вот орхидейки водичка внизу стекает, иначе она держится. Видите, я ее просто в стаканчик посадила. Она маленькая, тургор держит орхидея, листик растит, то есть орхидейка чувствует себя хорошо. Вот таким образом. Видите, мне даже небольшое количество воды, которое я подготовила, и то за много оказывается. Так, конечно, удобнее всего использовать препарат, когда вы поливаете много орхидей, удобнее и дозировкой разводить и сразу вот все это использовать. Все, прошло 15 минут и возвращаем эту орхидейку на ее постоянное местонахождение. У меня все орхидеи стоят над водой в вазонах, поэтому ее водичку сливаю лишнюю и возвращаю уже, ставлю в ее кашпо. Все, покажу вам чуть попозже результаты, которые будут. И вот еще раз вот эти два средства. Главное, что есть результаты. Результаты я вам всегда показываю от всех препаратов. И здесь результаты, вот как видите, как от циркона, так и от Rebuff Extra, они хорошие. И то средство, оно рабочее. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!